Дорогие друзья, всем огромный привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Сегодня будем готовить американские булочки, поповеры, или как их еще называют, выпрыгивающие булочки, потому что они практически сами выпрыгивают из формы. Они очень похожи на булочки из заварного теста, так как имеют внутри полость. Булочки нейтральные по вкусу и поэтому сочетаются практически с любыми начинками. Итак, давайте приступим к приготовлению. В глубокую миску разбиваем 2 куриных яйца. Добавляем 1/3 чайной ложки соли и все взбиваем венчиком. Сильно взбивать не нужно, взбиваем до легкой пены. Добавляем 200 мл молока, 1 столовую ложку растопленного сливочного масла. Добавляем просеянную муку. Для приготовления нам потребуется 140 грамм. Сразу всю муку не добавляйте. Добавляем ее частями и хорошо перемешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Также хочу обратить ваше внимание на то, что все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры. Тесто по своей консистенции очень похоже на тесто на блины. Получается оно вот таким вот жидким. Для выпечки булочек я буду использовать форму для кексов. Смазываю ее растительным маслом. Заполняем формочки тестом на 1/3. Если будете использовать формы силиконовые, то их смазывать маслом не обязательно. И отправляем запекаться в духовку. Запекать будем при температуре 230 градусов 15 минут. За это время поповеры должны хорошо подняться, увеличиться в размерах. И затем температуру уменьшаем до 160 градусов и выпекаем еще 15 минут. Так они подсушатся немного снаружи и хорошо пропекутся внутри. Во время выпечки духовку не открывайте, чтобы булочки не осели, а остались пышными. Наши булочки готовы. Посмотрите, как они увеличились в размерах. Такое впечатление, что они действительно выпрыгивают из формы. Они очень легко достаются из формочек. А если вы сделали все верно, то они должны быть полыми, пустыми внутри. Вот это можно увидеть на разрезе. Такие булочки можно приготовить с любой начинкой. Я буду использовать творожную, 180 грамм творога, 2 столовые ложки сметаны, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, немного зелени и все хорошо перемешиваем. Такие булочки можно приготовить к завтраку, просто к чаю или можно их использовать как альтернативу тарталеткам и начинять их любимыми салатами. Эти булочки хороши и сами по себе, без начинок. Их можно подать теплыми к чаю, посыпав сверху сахарной пудрой. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, не забывайте подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну а я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!